Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание подкладам и поговорим о том, что же делать, если вы в своем кармане обнаружили эти вещи. Что же сделать для того, чтобы их обезвредить и не навредить себе? Очень важная, нужная информация для каждого, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много той информации, которую вы не найдете в интернете. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Возле нас периодически оказываются люди, которые не желают нам добра. И дело даже ни в коем случае не в нас, а в том, что многим людям проще прятаться за завистью, ненавистью и злобой. Ведь намного легче и проще принести кому-то вред, чем пользу. Ну и, конечно же, это легче, чем попытаться самому изменить свою жизнь в лучшую сторону, найти свою дорогу и покорять свои вершины. Ведь чужая жизнь почему-то для многих людей намного интереснее, чем своя. И, к сожалению, такие люди встречаются у каждого из нас. И как мы ни стараемся, мы не всегда можем избежать такого общения с такими людьми, так как не всегда такой человек показывает нам свое настоящее отношение к нам. А часто настоящие помыслы прячутся за улыбкой и неискренним отношением. И это даже могут быть ваши хорошие знакомые, наши близкие друзья, это даже могут быть родные люди. Поэтому не всегда возможно распознать, откуда и именно с какого момента начнут сыпаться неприятности. Эти люди часто не жалеют ни своего времени, ни сил, ни на то, чтобы изменить нашу жизнь. И пытаются они ее изменить почему-то в худшую сторону. И такие сильные энергетические посылы называются порчей и делаются, как правило, на какой-то определенный предмет или вещь. Такие предметы называются подкладами и несут в себе сильные негативные энергии, которые причиняют вред. Поэтому важно всегда быть начеку и вовремя предотвращать эти негативные посылы, сделав все правильно и быстро. Итак, если вы нашли у себя в кармане монетку, то это означает, что кто-то желает вам финансовых неудач и бедности. А если эта монета еще и старого номинала, или она еще и поврежденная, это означает, что человек желает вам не только проблем с деньгами, но и направляет к вам, к сожалению, нищету и безденежье. Если вы заметили такой подклад у себя в кармане, положите сразу на салфетку. Затем вымойте хорошо руки и приготовьте маленький кусочек ткани красного цвета. Положите на нее салфетку с монеточкой и завяжите. При этом скажите следующие магические слова. Весь негатив в этот узелок собрала и распространиться ему не дала. Затем выйдите подальше от дома и подожгите этот узелок, проговорив следующие слова. Огонь гори, все зло и негатив убери. Связь этой монеты со мной разорви. Когда ткань догорит, монетку ни в коем случае не трогайте, оставьте ее и идите домой. И обращаем ваше внимание, после этого проведения этого ритуала, ни в коем случае, пока вы не пришли домой, ни с кем не разговаривайте и не общайтесь. Огонь этот уберет весь негатив, и вам больше не нужно будет переживать по этому поводу. Если вы на своей одежде или в кармане нашли кусочек высушенной веточки, травинку или листочек, и вы точно знаете, что вы туда это не клали, это означает, что кто-то желает, чтобы спокойствие оставило вас и хочет создать вам моральные неприятности, притянуть к вам страх,
бессонницу, беспокойство, чтобы вам было некомфортно находиться в своем доме и вам хотелось куда-то из него уйти. Если вы это обнаружили на одежде, в кармане, не снимайте и не трогайте руками. Возьмите кусочек белой ткани или белый лист бумаги, заберите и сразу же заверните. Затем это нужно будет вынести из дома и сжечь, проговаривая при этом следующие слова. «Спокойствие мое не нарушит никто. Этот посыл негатива я отобью и к тому, кто его мне прислал, обратно верну». Когда ваш сверток будет гореть, трижды дуньте на него и проговорите следующие слова. «Этот посыл от себя сдула и хозяину вернула». В своем кармане вы также можете найти и песок, камешки, уголек. Таким образом, человек, сделавший это, хочет отобрать у вас счастье и удачу. Аккуратно нужно вытрусить это все из кармана, но, во-первых, ни в коем случае не берите голой рукой и не трусите в квартире или в своем доме. И постарайтесь собрать это все в пакетик и вынести из дома. Старайтесь это сделать на улице, а после этого все то, что вы собрали в пакетик, выкиньте в воду, в речку, в пруд или фонтан. И при этом скажите такие слова. «Вода, мне помоги, свою силу подключи, весь негатив, например, с этого камня убери, моему врагу его и возврати». Эти слова повторите обязательно 3 раза. Вода смоет весь сильный негатив, так как она имеет очень сильную энергетику. Если вы нашли у себя булавку или иголку в кармане, пожалуйста, будьте очень осторожны, чтобы не уколоться. Возьмите белую нитку и проденьте в нее. Далее завяжите 3 узла и скажите такие слова. Негатив собираю, на узлы его запираю, распространяться не даю и вреда принести не позволяю. Его весь собираю, от себя и своего дома убираю. Далее возьмите свечу, выйдите на улицу и установите ее так, чтобы вам никто не мешал. Воткните в нее подклад и дайте ей полностью догореть. Таким образом, она уберет весь негатив от вас, а свечу, булавку или иголку оставьте на том месте, где вы все это делали. Вы должны понимать, что любые подклады, они способны забирать энергетику человека. Но если вы вовремя нейтрализуете весь этот негатив, у вас все будет хорошо, и он вам не принесет никакого вреда. Как только вы избавитесь от такого подарка со стороны вашего врага или недоброжелателя, он же тотчас появится в вашем доме. Дело в том, что на энергетическом уровне он почувствует себя не очень хорошо, ведь весь его негатив вернется к нему. Поэтому он придет для того, чтобы попросить у вас что-то взаймы. Это могут быть и деньги, это могут быть продукты питания, это могут быть какие-то вещи или предметы. Только, пожалуйста, ничего и никому после ваших проделанных действий не давайте из дома. Ведь если вы дадите, вы снова вернете себе весь негатив, а убрать его все же в этот раз будет не так просто. А вот человек, который придет к вам с такой именно просьбой, и есть ваш недоброжелатель. Держитесь от него впредь подальше, чтобы больше вам не пришлось испытывать подобные неудобства. Также ваш недоброжелатель или враг попытается к вам прийти и даже вам что-то подарить. Обратите внимание, кто это может быть. При этом это подарок может быть какой-то самый простой и невзрачный. Но вы ни в коем случае не должны его принимать. Да, это сейчас сложно говорить о том, что и вы не должны принимать. Как правило, по нашим традициям, обычаям мы всегда все принимаем с радостью, с любовью, с удовольствием и с улыбкой.
Но вы должны понимать, что когда касается вашей жизни, вашей удачи, вашего благополучия и вашей семьи, вы должны сразу понимать и осознавать, что взяв это или отдав это, в этом случае вы можете потерять намного больше. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, будьте очень внимательны, будьте осторожны. И также постарайтесь вспоминать, в какой момент вот та или иная вещь или предмет попала вам в карман. Также это может и оказаться в вашей сумке. При этом, казалось бы, может оказаться в тот момент, который вы будете не ожидать. Поэтому все равно время от времени не только проверяйте свои карманы, но и проверяйте свои вещи. Например, ту же сумку, ту же косметичку. Потому что в коллективе, если вы работаете, вы не знаете, кто вам завидует, потому что вам могут улыбаться все и делать вид, что они радуются за вас, а в это время за спиной делать вот такие вот не очень хорошие дела. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, будьте осторожны и только верьте себе. И то, что приходит в вашу жизнь, всегда перепроверяйте. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы услышимся с вами уже в следующем видео.